Итак, всем доброй ночи или доброго раннего утра. Ритуал, который я хочу подарить для практиков. Потому как для простых людей это неприемлемые работы. Простым людям я уже дарила. И дарю, и буду дарить. Итак, крадник. И еще раз напомню, что крадник это не обязательно у человека украсть его долю, его имущество и так далее. Очень часто даже опытные практики не берутся делать крадники, потому как вместе с имуществом могут перетянуть и душевную боль человека, и его болезни. И они это знают. Если человек сильный, если человек богатый, если человек обеспеченный, а чаще всего крадники делаются на таких людей и на их имущество, то с него не убудет. Он действительно ничего не почувствует, не ощутит. У него это очень быстро восстановится. Крадник это не значит обездолить человека, оставить без куска хлеба и пустить по миру с суммой. Не всегда правильно понимаете слово крадник. Крадник не есть разрушение. Крадник иногда расплата. Он не понимает того, расплачивается. Например, человек потерял деньги, вот он переживает, горюет, а может быть, это был крадник. А может быть, он за эти деньги расплатился за то наказание, которое следовало на его голову за его какие-то не очень честные дела. Знаете, такое, каждый миллионер готов, значит, готов отчитаться за любой свой миллион, кроме первого. Вот первый миллион, как они получили, это тоже не всегда, здравствуйте, не всегда, скажем так, честный путь. То есть делать крадник на человека, у которого 5-6 машин дорогих, это не значит его обездолить и пустить по миру с суммой. Это значит перетянуть с него некоторую часть, которую он очень быстро пополнит, а ты через некоторое время это получишь. Так называемое клонирование, знаете, того или иного предмета своей мечты, грубо говоря. Вот посмотреть и захотеть себе тоже такое. И показать это, и начитать на это, через некоторое время перетянуть. Не только у него, вообще перетянуть себе такую же вещь. Сегодня я хочу подарить практикам через беса Сувавь сильный крадник. Этот крадник создан на основе более таких старинных ключей, заговорных ключей, но где эти ключи, знают только практики. Вам это знать незачем. Так вот, естественно, это создано мной, эта работа, и очень сильно, между прочим. Я пробовала этот крадник с разными силами. Я когда что-то дарю людям или дарю практикам, это не просто так от балды. Это очень глубокие, очень сильные работы. И здесь сила слова играет не последнюю роль. Я пробую с несколькими сущностями определенные работы, с которыми из них лучше получается, то и дарю. И вот я вот в этом краднике я испробовала, наверное, 4 сущности. Из 4 сильнее всего. Когда первый раз я сделала с одной сущностью, не буду говорить, я получила такое красивое украшение, не буду показывать. Ну, показывала, я уже благодарила. Это был подарок из другого места, естественно. Не этот же человек тебе дарит, кому ты крадник делаешь. Второй раз я, когда сделала, я получила тоже красивую вещь, собственно говоря. И третий раз что-то получила. Ну, недешевые вещи. Но четвертый раз я, когда сделала с бесом Сувавь, через некоторое время я купила машину. И я поняла, сильнее всего работает он. Почему? Потому что он без торговли, денежный без богатства. Доброй ночи.
Дорогие друзья, это колдовство. Колдовство не делается в белых тапочках, понимаете? Колдовство не делается с чистыми руками. Колдовство – это колдовство. Если ты лезешь в эти дебри и ты колдуешь, то есть, вот смотрите, есть три силы во Вселенной. Темная сила – это боги. Черная сила – это дьявол. О нем рассказывал, да? И злая сила. Это врата зла, и это немножко другое. Это во многом и система, которая вокруг нас. То есть мы взаимодействуем с тремя силами. Мы обращаемся и к богам, мы обращаемся и к черной силе, это уже колдовство. То есть мы занимаемся и магией через богов, мы занимаемся колдовством через дьявола. И кто такой дьявол, я рассказывала, это не зло и добро, это сила. И мы обращаемся и к злым силам, когда нам нужно кого-то наказать. А кого мы отправляем, по-вашему, для наказания? Мы обращаемся и к злым силам, задабриваем их, приглашаем. Некоторые из них нам подчиняются, слушаются. Некоторых мы просим. То есть взаимовыгодный союз заключаем и отправляем. Слушайте, вы не лезьте сюда, Светлана, мадам. Сюда лезть не надо. Или я вас могу послать очень далеко. Когда я разговариваю, все молчат и слушают. Не ты будешь мне подсказывать, кого я куда отправляю. Поняла? Мы призываем злую силу и отправляем для определенных дел. Так вот, злая сила – это не обязательно черти, бесы и так далее, как принято считать в христианстве. Злая сила – это различные силы. Туда могут, в злую силу могут входить и боги определенные, низменного уровня. В злую силу могут входить и демоны определенного уровня. В злую силу могут входить и сущности, и души, и духи, и определенные злые черные силы мироздания. Туда могут входить и бесы, это неизменные демоны, то есть самые такие низкого астрала. Там различные. То есть вот как среди людей есть злые, да, есть и среди африканских народов, есть среди европейских народов, есть среди латиноамериканцев. То есть здесь нету определения, что вот именно вот эта вот сила, она злая, а это добрая. Нет. В ворота зла, в силы зла входят различные степени сущности. То есть, начиная от демонов определенных, которые пошли туда служить, и они там остались, в этой вороте зла. Боги, которые соединились, остались в вороте зла с Яхве, и он сам, и его же слуги и так далее. То есть сила злая, она везде есть. Сейчас мы взаимодействуем вот в данном краднике не со злой силой, а с черной силой. То есть не с темной силой, это не божество, это черная сила. Опять же, черное не значит зло. Черное означает это из ряда черного хаоса. Там дьяволическое древо. Но те вот эти низменные, самые низкого уровня демоны, которые считаются бесами, которые называются бесами, они отвечают за разные моменты в жизни человека, за разные аспекты, и к ним можно обращаться. Так вот, испробовав 4 различными бесами, я пришла к выводу, что быстрее всего работает Сувавь. А значит, на основе обращения к нему, то есть его можно сюда приписать, и к нему надо обращаться. Он будет помогать быстрее. Понимаете, как я создаю? Вот таким вот образом, такими экспериментами. Испробовав одну силу, не очень сработал, вторую, вот это лучше, а вот третью вообще хорошо, отлично. Вот теперь, значит, обращение будет с этим, с этой силой. Вы думаете, как я это понимаю, как я создаю? Экспериментирую, призываю их и смотрю, который из них лучше помогает. Точно так же и, скажем так, с чистками, точно так же и обращение в какие-то страшные моменты для защиты человека и так далее. Точно так же, если это создано абсолютно новое, ну, то есть направление мое, если есть основа, если есть более древний призыв, я посмотрю, если оно не дополнено, если оно там, скажем так, как я обычно говорю, сырое, знаете, недоработанное, не очень. На самом деле ведь ритуалов очень много. Ритуалов
огромное количество, и книги выходят по магии. Я ж не одна издаю книги по магии. Но, дорогие друзья, не все они работают. У меня они будут работать, я практик. Но у простого человека они не сработают. Да и у практиков, у которых сила еще не так развита, не так велика, тоже не сработают. То есть там вода водой, понимаете, количество, да, есть, и сайты есть, и много чего можно найти, но работать оно не будет. Там нет ключа, там нету определенных слов, там нету глубины слова, там нет силы слова, там нету энергии заговора. Поэтому она не срабатывает. Вроде она есть, но она не работает никак. Ни в какую. Так вот, вот моя задача – это создание таких работ, которые будут работать. Не просто они звучат очень грозно, очень сильно. Иногда открываешь, там есть такие чернокнижные какие-то заговоры, такие ужасно, ужасно сильные. Господа власть попрана, да чертам под ноги брошена, да через черный ход там отправлена, да через сатаной там приставлена, и все что угодно. Но не работает абсолютно. Ни о чем. Просто сильные, грозные слова, такие пугающие слова, скажем так, и не более того. Понимаете, в чем дело? Итак, начнем. Это для практиков. Вы можете, конечно, послушать, но вам это делать нельзя. В древние времена брали два отполированных металла. Значит, вот держали вот таким образом, как ракушку. То есть как сейчас пудреница, например, да? Вот так вот держали, начитывали и закрывали. И вот на основе вот этой древнего метода я создала свой, но немножко по-другому. Практикам нужно взять в любой женский день. Женский день – это суббота, пятница, среда. Вот те дни, которые заканчиваются на «а», это женский день. Когда вам говорят, там, вот это в женский день надо купить, это в мужской. Вот, я вам говорю, тот день, который заканчивается в конце на «а», это женский день. Без «а» это мужской день. То есть женщинам-практикам, мужчинам-практикам свои дни покупается. Без сдачи покупается такое двойное зеркало. Это зеркало берете и идете туда, где вам надо. Вот вы хотите в ювелирную там что-нибудь купить себе, но надо так делать, чтобы, естественно, там подозрения не вызвать, чтобы вас не выгнали. Как это сделать, это уже ваше дело на самом деле. Вот вы машину хотите, встали там возле парковки или там вышли гулять с собакой, встали, вы должны отражать этот предмет. Вот отражаете, смотрите сначала в зеркало, чтобы понять, отражается машина, например, которая вам нравится, которую вы хотите такую же себе получить. Вы же не эту машину вы заберете у человека. Вы просто, скажем так, скопируете вот эту мечту для себя, и она из ниоткуда вам придет, такая же, которую вы захотели. Понимаете, что за крадник я вам дарю? Очень сильный. Так вот, вы берете, открываете зеркало. Как только вы поймали отражение этой машины, например, так грубо говоря, может, вам дом хочется такой же, вы можете встать там вдалеке и поймать отражение дома, начитать. Вы поймали отражение машины, увидели, все, отойдите. Вы не должны быть видны в зеркале, никак. В зеркале это отражение машины держите, и вы должны вот так держать это отражение, прям, чтобы она виднелась. Читайте один раз и захлопывайте, закрывайте это зеркало, никогда не открывайте, пока эта мечта у вас не получилась. Неважно, сколько продлится там, месяц, два, полгода, неважно. Смотря что вы захотели. Насколько вы великую вещь захотели, настолько и чуть больше времени должно пройти все-таки. Может быть, вы захотели деньги.
Может быть, вы захотели квартиру. Берите отражение, чей-то балкон и начитывайте. Но знайте, чтобы этот человек хорошо жил. То есть не просто абы кому, понимаете? Итак, поймали отражение, желаемая вещь в отражении отразилась. Вы отходите. Вы не должны быть видны вообще. С начала до конца. Начитали, потом закрывайте это зеркало. Опять же, чтобы ваше отражение там не было. Стою на бесовом перекрестке. Я тут повелеваю. Через зеркальную тать беса сувавь призываю. Через зеркало выбираю. Мне приглянулось, бесу сувавь запомнилось. Что в зеркале отразилось. Брат по аду, сделай мне награду. Через зеркало смотри, потом выйди, забери, назовите четко, что вы хотите. Машину, например. Эту машину и для меня сохрани. Потом же мне подари. Нет, потом мне же подари, извиняюсь. Сделай, что попросила. Подарю тебе печень говяжий и сердце свиньи. С вином попируешь. Заклинаю. Просто темно, плохо видно. Я пишу, у меня почерк, дай бог здоровья. После того, как все у вас сбылось, покупайте говяжью печень, свиное сердце и красное вино. Под любым деревом оставляйте, выливайте чуть-чуть вино, половину ставите рядом и уходите. Благодарите своими словами. Практиков я учить не буду, что надо делать. Еще раз читаю. Стою я на бесовом перекрестке. Я тут повелеваю. Через зеркальную тать беса сувавь призываю. Через зеркало выбираю. Мне приглянулось, бесу сувавь запомнилось, что в зеркале отразилось. Брат по аду, сделай мне награду. Через зеркало смотри, потом выйди, забери. Назвать, что конкретно. И для меня сохрани. Потом мне же подари. Сделай, что попросила, подарю тебе печень говяжий из сердца свиньи. С вином попируешь. Заклинаю, захлопнуть резко и сохранить. И пока не сбудется то, что вы попросили, это зеркало не открывать. Вообще этим зеркалом не пользуйтесь. Пользуйтесь только для этого случая, для этой работы. Для следующего крадника. Нельзя вам там отражаться. Все получится, завершится. Найдите говяжью печень и сердце свиньи с хорошим вином, поблагодарите и отходите. Да, Светлана, это вам урок. Пока вы не изучили мой канал, ерунду здесь не пороть. Про бесов, чертей и прочее, прочее. Я это не люблю. Вы не попали к какой-нибудь там непонятной гадалке, которая вас пугает бесами, чертями и Божьим словом. Поняли меня? Изучите мой канал, чтобы понять. Я уже 1000 роликов сняла про мироздание, про все на свете. Именно для таких людей, которые вот такие шуганутые приходят начинать про бесов мне сказки рассказывать. Мне не надо говорить, кто такие бесы. Я их знаю чуть ли не в лицо. Все, всем удачи.